Всем привет! Вы на канале? Шредди. Сегодня мы с Тёмой попробуем отремонтировать его любимую игрушку, которая называется Шрек. Это его любимая игрушка, да, Тёмочка? В прошлом видео мы рассказывали о том, как мы ремонтировали его, потому что был там сломан бокс с батарейками. Мы припаяли, все заработало, но радость была недолгой, потому что у него сломалась рука, которая поднимается, правая, и пускает пузыри. Да, Тём? Включаем Шрека, музыка играет, что-то шумит, но рука остается неподвижной. Надо разобраться, в чем же проблема. Нам с Тёмой, да? Для того, чтобы разобраться в этой проблеме, нам понадобится набор отверток. Тёма уже одну собирает, да? Есть крестообразная, плоская отвертка. И всего 6 насадок всевозможных. Нам понадобится, возможно, паяльник, суперклей. Это уже будет видно по мере того, как мы его разберем, да, Тёмочка? И мы все-таки пытаемся его сделать, потому что Тёма его очень любит, так? У нас все есть, помощник маленький есть. Теперь приступим к работе. Для начала нам нужно будет взять чашечку и вылить жидкость для пузырей, которая находится у него в бочонке, да, Тёмочка? Сливаем, потому что она зальется, потом будет нам мешать. Жидкость убираем в сторону. Да, Тём? Не выпей только ее. Приступаем к разборке. Значит, здесь сзади Шрека есть 1, 2, 3, 4, 5 шурупчиков, да, Тёмочка? Да, я. И откручиваем. Крути. Вставляй, крути. В другую сторону. Откручивать уже против часовой стрелки. Дай пробуем. Тёма уже открутил, да? Дальше. Крути. Подожди. Крути. И нажал, нажимай. Подожди. Открутили. Откручиваем дальше. Нужно открутить все 5 шурупчиков. Держи шурупчик, не потеряем. А потом, куда мы денем жидкость? Опять? Потом жидкость зальем обратно и проверим, как он будет работать. Ну еще надо жидкости, слишком мало. Хорошо. Потом добавим еще, да? Значит, нам нужно будет достать батарейки, которые здесь находятся. В нижней части тоже открутил шурупчик. О, опять! Да, Тёма? Капли. Ничего страшного, потом вымоем. Значит, все, мы шурупчик даем Тёме на хранение. Открываем бокс и достаем наши аккумуляторы. Сколько штук? 1, 2, 3, 4. 4 штучки у нас. Сложим их в отдельную сторону. Так. Главное в этом деле ничего не потерять. И теперь снимаем крышку верхнюю, да, Тёмочка? Здесь важно, чтобы ничего не поломалось, потому что он пластмассовый. Я уже что-то поломала. Что я поломал? Снаружи какой-то стоешка. В прошлый раз мы чуть подклеивали ушко ему, поэтому, возможно, это треснуло возле ушка здесь. Да, Тёма? Помнишь? Да. Так, все, вот мы снимаем его голову. А он потом мочила. Смотрим, вот его правая рука, которая не поднимается, да, Тёмочка? Она сломалась. Сломалась? Сейчас проверим. Видишь? Причина в том, что Я дую. если здесь берем плоскую отверточку и ушко немножечко поддеваем его, да, Тёмочка? Оп, все. Задняя часть нам пока не нужна. Теперь вот этот механизм, видишь, Тёма? Смотри, выпала. Значит, здесь видно механизм. Ага, механизм поломан. Кто-то его хорошенько поломал. Смотрим, как оно устроено. Значит, рука была здесь. И значит, мы снимем механизм для того, чтобы разобраться, в чем же проблема. Снимем? Откручиваем 4 Как снимем? шурупчика. Нет, 3 шурупчика, да, Тимош? Как снимем?
Снимаем просто и сердито, так. Откручиваем и смотрим. Да, Тёма? Что там поломалось все-таки у нас? Очень важно не потерять шурупчики, да, Тёмочка? Потому что потом будет его тяжело собрать. Так, значит, что мы видим? Здесь трубочка есть, которая идет к его ротику. Значит, она стояла у нас здесь. Ее главное тоже не потерять. И сейчас подумаем, что же здесь поломалось. Значит, вот видно, что здесь была пружинка, которая сжимала часть подвижную. И она была приклеена. Кто-то ее отломал. Нам для этой цели понадобится суперклей. Да, Тёма? И этой пружинкой тянем Ой, все на место, так? Вот понятно. Значит, проблема была в том, что отломана одна часть держателя, который держит руку Шрека. А рука эта имеет пазик. Пазик здесь вставлялся в этот разъемчик. Вот. А сейчас нам нужно будет подклеить. Здесь видно, что термопистолетом было все приклеено и оно оторвалось. Ну, у нас термопистолета с тобой нету, да? Поэтому возьмем обычный приклей и попробуем сделать. И продолжим работу, которая защищает от того, чтобы он не высыхал. Держи колпачок. Наносим немножечко клея на часть пластмассовую, которая держит крепление. Закручиваем колпачок, чтобы не высох. Закручиваем. Теперь берем часть, которая отломалась, и прижимаем его, пока оно не высохнет. Главное здесь хорошо прижать. И подождем сколько? 1 минуту. Да, мы знаем. Затем нам нужно будет взять пружинку, которая держит это хозяйство наше, и обжать ее по кругу, да, Тёмочка? Здесь пружинка была, вот она ставится здесь. Вот здесь пружинка есть. Маленькая пружинка, которая держит эту руку от проворачивания. Здесь все подвижное. Папа, Ау. а кто делает игрушки? Игрушки делают продавцы. Здесь наносим. Дай еще мне суперклей, Тёмочка. Суперклей — это очень универсальная вещь, да, Тёмочка? Да. Она везде пригодится в хозяйстве. Это наши? Подмазываем. Наши петухи? Так. И склеиваем. Пружину буду. Пружинка нам понадобится потом. Сейчас мы это склеим. И главное, чтобы оно схватилось хорошенько. А ты клей должен закрутить. Так, суперклей мы закрутили. Главное, не забывайте закручивать, потому что он высохнет. После того, как клей высох, можно понюхать запчасть. Если она не воняет, значит уже можно собирать. Значит, берем пинцет, давайте вот, пружинку, которая была здесь, и надеваем ее на пластмассовую деталь, где она была раньше. Надевается она туговато, но нужна для того, чтобы стягивала. И вот наш клей высох. Значит, эта деталь, Тёмочка, видишь, уже подсохла. Для того, чтобы ее не разрывало, мы дополнительно поставили скобу. Скоба из-под обычного степлера, да, Тёма? Взяли одну скобу, паяльник и аккуратненько с двух сторон сделали Где шкала?
перемычка. Это называется скоба. Все, теперь можно собирать наш инструмент. А можно включить его? Ну да, включи. Включите, мы проверим. Нажимай. Вот так работает механизм движения руки Шрека, да, Тёма? Есть колесико. Включай. Все. Значит, механизм исправный. Можно устанавливать его на свое место прежнее. Для этого главное не забыть, видишь, воздуховод, который идет в рот Шрека для подачи воздуха. Да, Тёмыч? Для подачи воздуха, когда шарики пускает, он здесь есть дырочка. Значит, она должна совпасть, ротовая дырочка, с отверстием подачи воздуха. Здесь, конечно, тяжело получается, но ну, попробуй, да, Тёма? Да. Поставим его, вот она должна быть под углом вверх. Вниз не подходит. Теперь пробуем одевать. О, вот она строго обходит свои разъемы. Теперь, Тёма, подавай шурупчики. Затягиваем обратно все шурупы. Здесь у нас 3 шурупа держит механизм. Так, еще один давай. Второй шуруп. Важно, чтобы не лопнуло крепление шурупа. Здесь длинненькие идут у нас большими шляпками для крепления механизма. Тёма, на море будем брать Шрека? Да. Возьмем целую бутылку шампуня и будем пускать пузыри. Батарейки временно достанем, потому что нам пока мешают. Четыре батарейки. И теперь ставим на место руку Шрека. Вот правая рука у нас, да? Правая рука? Правая рука должна попасть. Крепление Шрека в разъем. Аккуратненько очень, чтобы не поломать нашу работу, да? Вот он должен зайти хорошо и прижаться пружинкой. Вот раз, зашло. Все, теперь ставим на место бокс, который мы паяли в прошлый раз с Тёмой для батареек. Он должен войти в свой паз. Чтобы ничего не мешало ему. Здесь надо разобраться, какой стороной еще, да, Тёма? Ага, он должен входить в свое место с этой стороны. Вот он встал. Теперь берем вторую руку. Где вторая рука? Помещаем вторую руку также на свое место и затягиваем шурупы. Сколько шурупов было, ты помнишь, Тёма? Да, главное не зажать провода. Вот у нас проводов упал, его нужно убрать, чтобы он не мешал кручению руки, потому что может порваться проводочек, да? Да, опасно. Опасно, так. И опять поломается. Нам это не надо. Да. Все, пособирайте шурупчики, сейчас будем делать сборку. Собираем все в кучу. Всё. Нашел все? Один. Сколько штук? 2, 3, 4, Моя рука выпала. 5, 6. 6 штук. Ставим их на место. Раз, раз, раз. Вот.
Сейчас контрольно проверим, как он работает. Ага, потом проверим, как батарейки будут. Теперь закручиваем 6 шурупчика на свое место. Я накручу. Тёма, помогай закручивать. Держи, так. Туда еще шурупчик. Сюда бросай. Раз, второй. Докручиваем. Следующий, сюда. Сюда теперь вставляй. Сюда. И еще один сюда. Да. А тот шурупчик, у нас, который остался, будет идти для подключения батареек, для крышки батареек. Так, все, теперь вставляем батарейки на место. Согласно полярности, да, Тёмочка? Подавай. Батарейки вставлены. Крышечку. Давай. Крышечку одеваем на свое место. Батарейки должны плотно сидеть в своих разъемах. И затягиваем шурупчиком крышку, чтобы она не отпала. Обойди с той стороны и крути. Крути. Аккуратненько попадай сюда. Крути. Хочу. Все, молодец. Так, теперь можем проверить. А ну давайте мы проверим, что у нас получилось. Включай, проверим. О, заработал, да? Теперь сейчас возьмем ему жидкость, зальем и проверим, как он будет работать. Выключай, пойдем набирать жидкость. Теперь мы с Тёмой наливаем жидкость для пузырей. Бочонок Жека. И проверяем, что сейчас получилось. А ну давай посмотрим. О! Иди ко мне. Классно, а ну. Вот так вот у нас работает теперь Шрек. Вот так мы с Тёмой. Тёмочка, иди ко мне. Ролейся позади. Вот так мы с Тёмой отремонтировали такую классную игрушку. Это называется Шрек. Теперь Тёма возьмет ее на море. Будем играться вместе с Тёмочкой, да? Вот так вот можно при помощи отверток и маленького помощника отремонтировать любимую игрушку. Выбрасывать ее еще рано, да? Возможно, мы еще что-то не поломаем со временем и отремонтируем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Взрослые дети, пишите свои комментарии и замечания. Будьте с нами, тогда будем рады вас видеть. Всем пока!